Дикие животные часто попадают в непростые ситуации. И иногда принять помощь от человека – единственный способ выжить. К счастью, в этом мире есть много людей, готовых протянуть руку помощи братьям нашим меньшим. Посмотрите наше видео, чтобы убедиться в этом. Парни, такого еще не встречал в лесу. Первый коп 22-го. Никому что она тут лежит. Попалось, кто-то поставил петлю. Коза. Я не знаю, парни. Я не охотник, поэтому я ее отпущу. Косулю, которая попала в браконьерскую петлю, случайно обнаружили в лесу охотники за металлом. Браконьер установил металлическую петлю, в которую и угодила косуля. Ее шею крепко обвивал стальной трос. И если бы ее вовремя не обнаружили, косуля неминуемо бы погибла. Незаконные проволочные петли незаметны на звериной тропе и очень жестоки. Чаще всего устанавливаются браконьерами для поимки косули, зайца или любых других животных, проходящих по тропе. Петлю из нержавеющей стали устанавливают над узкой тропой, по которой регулярно проходят животные. Скорее всего, косуля провела в петле не более нескольких часов. Устав от попыток вырваться, она обреченно легла на землю и молча стала дожидаться своей участи. К счастью, помощь к животному прибыла вовремя. Мужчины прижали косулю к земле и освободили ее от петли. Серьезных повреждений животное не получило, и после того, как узницу освободили, она скрылась в лесу. Давай. Бежи. Огромное спасибо ребятам, что не прошли мимо. В Омской области спасли лося, запутавшегося в старых телефонных проводах. Произошло это в Крутинском районе. На трассе Тюмень-Омск водители заметили в кювете лося. Вначале они предположили, что животное сбил автомобиль. Они вызвали полицию, однако оказалось, что животное запуталось в старых телефонных проводах и бесхозной проволоке. Сколько зверь сидел в западне, неизвестно, но он очень обессилел и едва стоял на ногах. При попытке освободиться, петля сильнее сдавливала лосиную шею. Мужчины поняли, что лось обессилел, а спецтехника к нему подъехать не сможет, и приняли решение начать спецоперацию по спасению лося подручными средствами. Сотрудник полиции привлек для помощи дикому животному проезжавших мимо автолюбителей, которые охотно согласились помочь. Спасатели едва сами не пострадали, дикий зверь не верил в благие намерения людей и из последних сил пытался дать отпор. Нету ничего. Он задавливает сам себе, у него вокруг шеи, на рогах, язык уже посинел. Около 2 часов полицейские, охотинспекторы и неравнодушные автолюбители боролись за жизнь беззащитного животного. Обездвижили лося с помощью веревок и распутали провода, после чего он выбрался из ловушки и убежал в лес. Сейчас отдышится, пойдет. Правда, не сразу. Животное пришлось прогонять, чтобы сахатый поскорее скрылся от людских глаз. Этот случай произошел в Челябинской области. В результате незаконной охоты молодая самка лося попала в браконьерскую петлю. Для вызволения угодившей в ловушку лосихи пришлось организовать настоящую спасательную операцию. Копыто молодой лосихи застряло в петле из металлического троса, привязанного к бревну, которое не давало ей двигаться дальше. Попавшую в беду самку лося первыми заметили лесорубы. Ребята рассказали об обнаруженном копытном местному охотинспектору, который подтвердил факт незаконной охоты. Стражи порядка завели уголовное дело. Тем временем была начата операция по спасению лосихи. Помочь животному решили также представители городского общества охотников и прибывший из областного центра ветеринар Карен Далакян. Специалист посоветовал вначале погрузить зверя в состояние сна, а затем уже освобождать из ловушки. Участники операции так и сделали.
Ветеринар осмотрел спасенную лосиху и пришел к выводу, что это сравнительно молодая особь в возрасте около 2 лет. Далакян заверил, что полученная зверем травма не представляет угрозы для жизни животного. Рана должна сама затянуться в естественных условиях. Тем временем пробудившаяся лосиха спокойно направилась в лес. Фермер, проживающий в городе Остин, заметил что-то большое и темное на своем пруду. Подойдя ближе, он обнаружил маленького оленя, который провалился под лед посередине небольшого озера. Возраст и здоровье не позволили мужчине самостоятельно отправиться на выручку к оленю, поэтому на помощь он отправил своего внука. Но лед не выдержал вес даже более легкого человека. К счастью, глубина в этом месте оказалась небольшая, и оленя без особых проблем удалось доставить на берег. Когда спасительная миссия увенчалась успехом, олень стал выражать свое недовольство и не подпускал к себе спасителей. Но оставшиеся силы не позволяли ему уйти. На ночь люди соорудили ему навес из поддонов, настил из соломы и оставили немного кукурузы. На следующее утро олень ушел. Команда охотников из шведской провинции Блекинге пришла на помощь лосю. Тонкий слой льда на поверхности водоема не выдержал проходившего по нему зверя, и лось оказался в ледяном плену. Чтобы спасти замерзающее животное, местные охотники с помощью бензопилы сделали коридор во льду, по которому лось доплыл до берега. И тут наступил самый сложный этап спасательной операции. Дикое животное очень долго находилось в ледяной воде и, пытаясь выбраться из полыньи, совсем выбилось из сил. Пришлось подождать около получаса, пока лось хоть немного восстановит силы для решающей попытки. Благодаря усилиям неравнодушных мужчин, дикое животное было спасено и смогло отправиться на волю.